Ой, друзья, один из топ-проекторов. Это Tauinger Q12W Pro. Большой, тяжелый, с невероятной какой-то яркостью. И яркость у него просто сумасшедшая. Яркость 36 тысяч люмен. Это если китайских оптических, как они считают, либо 2800 ANSI. И вот этот вот проектор имеет классную цветопередачу, классную яркость, классный звук, 3 динамика по 10 ватт 4-омных. И действительно более-менее конфигурацию, сказал бы я, но тоже все, вот как в любом проекторе, все не без изъянов. Здесь есть свои изъяны, о которых мы обязательно расскажем вам в нашем обзоре. И эти изъяны, они касаются только внутреннего проигрывания, но никак не касаются внешних устройств. То есть, если... Вот сразу я вам чуть-чуть провангую, что есть не провангую, а такой спойлерок. Если его использовать с внешними устройствами, то это вот прямо топ. Это вот прямо самый, мать его, топ. Потому что я был просто в восторге. Ну, Лиса, что ты не дерись, ты же видела, с какими я эмоциями снимал этот проектор. Видела. А теперь давайте посмотрим, что у него есть. LAN G45. Смотрите. У него есть один HDMI-чик, две USB-шечки. Спереди у нас есть камера автофокуса, камеры автокейстоуна. Видели? Здесь у нас целый набор датчиков. А все потому, что у нас есть и автофокус, и автокейстоун, и автообход препятствий. И честно, вот в данном случае это просто работает правильно. Это первый раз, когда я оставил включенным автокейстоун, потому что он делает конкретно правильную трапецию. Для меня это было удивительно. Он не слишком длиннофокусный, объясню почему. Потому что с 5 метров он делает 200 дюймов. Ну, в отличие, допустим, от более дешевых, которые у меня там есть, там 5 метров, 120 или 150 дюймов есть такие. А это 200 дюймов с 5 метров. Я дальше покажу вам со скольки дюймов, что там идет. Из органов управления у нас больше ничего нет. Он сам черный, матовый. У него есть вот такое вот крепление по центру. И, конечно же, есть винт регулировки наклона. Все как бы стандартно. Что у нас в комплекте? Ну, сам по себе пульт. Ничего примечательного. Лиса, сними поближе его. Вот, покажи, пожалуйста, ребятам. То есть ничего примечательного, кроме там регулировки громкости, фокуса там и все остальное. А вот в комплекте у нас есть... Я особо саму распаковку не снимал. Конечно же, крышка. Есть тряпочка для протирки. Вот сними поближе. Есть тряпочка для протирки и кабель питания и HDMI. А больше ничего-то и нету. И, честно говоря, жлобство какое-то. Хотелось бы каких-то еще плюшек. Но, да ладно, не будем мы жадничать. Мы лучше с вами его подключим. Потому что, ну, во-первых, мы не подключим. Мы сначала пойдем, посмотрим на сайте продавца, сколько он стоит. Потом подключим, потестируем и сделаем наши выводы. Переходим. Слушайте, ну сижу, смотрю сейчас на этот Tauinger W12 Pro, и вот с маркетингом как-то что-то они перегнули, конечно, хотя все написали по правде. Но давайте начнем с цены. У нас же есть Q12W, есть Q12 Pro. В данном случае мы V-шку рассматривали. В Q12 Pro все интереснее по памяти, там свои моменты. Давайте так. Full HD, вот как они заявляют, они прям сравнивают Q11W и Q12W. Мы уже делали на Q11W обзорчик на 12 версии. 2800 ANSI люмен яркость, и она действительно нереальная. Просто 36 тысяч оптических люмен именно китайских, да, как они там меряют. Поддерживает вроде там как 4К, но это все нас мало волнует. 4 динамика, или знаете, нет. 3 динамика 10-ваттных по 4 Ома, 20 тысяч к одному контраст и лампа, как они заявляют, 90 тысяч часов. Но вот все очень интересно. То, что написано HDR10, сразу говорю, слишком они замаркетились. Маркетинг. HDR10 он декодирует и переделывает в SDR. Не так, что вы там выбираете HDR-картинку. Нет, он может декодировать HDR, но в SDR выводит. То есть у него с внешнего устройства он чистый HDR не воспринимает. Там уже TV-бокс переделывает. 5 ГГц Wi-Fi, который, кстати, там максимум, что мы получали, 130 мегабит. Я не скажу, что он там суперовый. Теперь дальше.
Поддержка 4К это всего лишь декодирование, тут 1080p честных, и с внешнего устройства он берет 1080p, а вот звук действительно неплох. Как хороший среднебюджетный телевизор с достаточно неплохим басом, я вот первый раз такого увидел. Теперь реалистичные цвета. Здесь вот по цветам вообще просто вопросов нет. При том, что в основном я дальше покажу вам, почему я рекомендую использовать внешнее устройство. Есть там один момент, и это уже я должен вам показывать правду. Поэтому советую смотреть весь обзор до конца. Автофокус прекрасно работающий. Горизонтальный, вертикальный, автоматический кейстоун. И даже есть, вот видите, автоматический обход препятствий. Это значит, когда, допустим, появляется что-то у нас в изображении, допустим, вы ставите проектор, появляется там лампа, поставили раз, он там его скорректирует, это изображение мимо лампы. То есть это если вы где-то его переставили, передвинули, он выберет пустое место. С этим вообще вопросов нет. Действительно, защита от пыли, там, он достаточно тихий, хотя не настолько он тихий, как они пишут. Мы обратили внимание на тот шум, который он делает. Достаточно, знаете, вот чтобы не соврать, он не шумный, но вы его будете слышать. Но при этом при проигрывании можно включить режим тихий. Вот так вот. 5,5 метров до 200 дюймов. 55 дюймов это 1,6 метров. И я бы сказал, для 55 дюймов достаточно неплохое фокусное расстояние. Все это вы можете увидеть по ссылке в описании под видео, которое я вам разместил. И, кстати, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. То, что он не греется, это факт, там такое мощное активное охлаждение, и тут они уже пошли там расписывать, что у них есть в комплекте, и то, что есть зумирование. Я вам скажу так, я его протестирую абсолютно честно и расскажу абсолютно все, что я нашел в этом проекторе. Есть Pro-версия за 335 баксов, есть простая версия, но у нас конкретно с андроидом, хотя и с таким себе, и конкретно с автофокусом и со всеми этими фишками. Здесь можно еще, кстати, взять его не с подставками, а с крепежами под потолок. Можно взять со 120-дюймовым экраном, но это уже решать вам, что, как и где вы купите. Это уже дело ваше. Цену можете актуальную всегда смотреть в описании под видео. Ну а мы переходим его и тестируем. Друзья, самый яркий проектор из 1LCD, который я видел ранее. Я вам серьезно говорю, я вот сразу включил, во-первых, автофокус, во-вторых, автотрапециоид. Пошевели, пожалуйста, проектор, сейчас вы все увидите своими глазами. Смотрите, при изменении малейшем, при малейшем изменении, оп, трапеция у нас сбросилась, выставляется автофокус, и сейчас пошла выставляться трапеция. И трапеция выставляется правильно. Вот это вот очень редкий случай, когда правильно работающая трапеция. Наличие 2 гигабайтов оперативной памяти это плюс. Работает все быстрее, чем в других его конкурентах, потому что обычно 1 гигабайт нам все портит. Но наличие, процессора в 1 гигагерц это просто-напросто расстройство. Это вот когда сделали на 36 тысяч люмен проектор с идеальной просто яркостью, да, и с хорошей формулой памяти 2 на 32, ну или сколько там, 2 на 32, да, но все равно зажали на проце. Но при этом прот здесь имеет хорошие возможности отображения, то есть здесь у нас High Silicon 3751, 4 ядра Cortex A53 по 1 ГГц. На Mali 450, сеточка у нас дает 180 мегабит в секунду, это прискорбно. Опять же, как я всегда делаю акцент на том, что это у нас только лишь для работы вот этих вот всех фишек проекционных, автофокусных, Android необходим. Все остальное мы делаем с помощью внешних устройств. Ну, температура нас не сильно волнует, тут активное охлаждение. Да, у нас и доступа к температуре нет. В принципе, если включить сейчас ютубчик, давайте включим, посмотрим, что он нам предлагает по декодингу. О, какой звучок. Сейчас мы чувствуем, мы услышим по звуку нечто интересное. Сейчас я сделаю погромче изначально. Ой, так это был начальный звук. Очень интересно. Так, выбираем 4К геоплейсы. Ну, есть вот этот вот гигагерцовый процессор, конечно, чуть-чуть портит нам всю картинку. Давайте, выбираем. Ну, вот наш Magic Forest в 4К. Очень классное видео, которое мы делали для тестов ТВ-бокса. Звук, ребята. Тут басистость просто-напросто. Тут есть бас. Тут есть бас и звук, как у хороших среднебюджетных телевизоров. А вот с ютубом, конечно, печалька. Слушайте, прям, звук вообще топ. Я делаю тише.
Так, ребят, по качеству. Максимально он 1080p, 720 он лагает. Это вот то, о чем я говорил. Будем использовать внешние плееры. Слушайте, вообще яркость, конечно, топовая. Хорошо, но я же вам говорю, я вам чисто показываю YouTube только лишь для того, чтобы вы поняли. А теперь в настройках. Проектор. Тут вот этот вот важный момент. У нас есть проекция, разные моменты проекции. Вот самая простая. У нас есть светлые настройки. Это Lighting Mode Auto. Есть обычный режим, яркий, Low Noise, пользовательский. Ну, у нас будет стоять авто. Теперь настройки масштабирования есть. Мы можем горизонтально, вертикально или полный зум. Есть автофокус. Есть автоматическое предотвращение препятствий. И есть автоматический трапециоид. Вот смотрите, если я его сейчас включаю, он сначала автофокусит, а потом выровняет нам трапецию. То есть смотрите, вот сейчас опять хоп, и все. Автоматическое предотвращение препятствий. Знаете, что это такое? Это если, допустим, будет у нас препятствие какое-то, ну, Лен, стань спиной. Сначала двинь проектор, а потом стань спиной. Вот так вот. Его двинуть надо. Проектор. Давай, двинь и сразу ставь коробку. Давай. Оп, смотрим. А он даже не понял, что его двинуло. Выше надо поднять. Давай. Оп. Поставь, давай, быстро ставь. Смотрим, смотрите, у нас здесь появилось препятствие. Он сейчас делает... Один. Оп! И он обошел препятствие и скорректировал ваш экран в соответствии с этим препятствием. Давай, обратно его дергай. Ну, здесь все это... И трапеция, и фокус работает абсолютно правильно. Ребят, абсолютно правильно. Вообще отлично. Горизонтальная калибровка. Есть у нас четырехточечная трапеция и четырехсторонняя трапеция мануальная, но мы используем автоматическую. Первый раз все отдаю на автомат. Обновление. Очень интересно, но у нас, как только мы получили, у нас сразу вышло обновление. Вы видите картинку, как он обновлялся. И я, честно говоря, удивился. Почему? Потому что сразу вот приятно, когда есть обновление. Из дополнительных опций, перед тем, как мы перейдем к тестированию качества изображения, но на Netflix не смотрим, он здесь фигня полная. У нас есть конкретно Bluetooth динамики Miracast. По Bluetooth динамику я прям рад, потому что здесь очень хороший звук. Я вот для проектора, сейчас я ищу свои настройки в смартфоне, объясню почему. Потому что я сейчас хочу вам показать, что работает Miracast. Это очень обязательный такой, скажем так, момент. Смотрите. Выбираю проектор, начинаем кастить. Miracast подключен. Все, у нас с Miracast'ом все отлично. Пожалуйста, видите, Miracast работает. Можем выходить из кастинга и попробуем Bluetooth динамик, как работает. Тоже интересный момент. Так, подключаемся. Да, спасибо. Сейчас мы все поняли. Должен появиться какой-то у нас прожектор 3AD7. А вот он есть, подключаемся. Bluetooth is connected. Он очень громкий, очень яркий. Давайте пробуем то же самое. Вау. Ну, я вам скажу, это прям вот не конкретно качество хорошей Bluetooth колонки. Нет, это конкретно качество среднебюджетного телевизора. Все громко, все отчетливо и даже бас какой-то прослеживается. Вот за это огромное спасибо. Теперь мы переходим с вами к тестированию качества картинок. Знаете, что еще интересно? Ну, тест сети — это такое себе дело на проекторе. На проекторах никогда не было нормальных Wi-Fi модулей. Это факт. Смотрите, 128-130 мегабит, то есть это максимум, на что он в 5 гигагерцовом диапазоне у нас поддерживает. 137 на загрузку. Давайте смотрим дальше. И 105 на выгрузку. А теперь мы будем смотреть с вами, как он воспроизводит. Сначала мы начнем с видео. В видео мы с вами посмотрим возможность регулировки настроек именно при воспроизведении на внутреннем плеере. О, он правильно декодирует HDR. Вот это прям... А ну, расширенные опции.
цветовая температура, фото. Смотрим, да, мы можем с вами регулировать яркий, мягкий, пользовательский. Да, мы с вами можем корректировать картинку на внутреннем плеере. Очень-очень приятно. Очень приятно. Все, с этим вот приятно. Он декодирует HDR, переделывает его в HDR. То есть чистого HDR здесь нет, но вот можно даже цветовую температуру настраивать для каждого из цветов. И Low Noise Mode. Все отлично. С этим отлично. Любые 4К фильмы он сможет воспроизводить, которые здесь есть. Если хотите воспроизводить со звуком Dolby Digital, чтобы он его декодировал, то, конечно же, вам придется использовать MX Player Pro. Вот, видите, это видео не воспроизводит, потому что нет звуковой дорожки Sony Veils Tonga, МКВшки. Давайте LG Barcelona 4К посмотрим. Вот красиво. Вот вообще яркость, я вам скажу. И при этом, знаете, в чем фишка? Я сейчас вам включу запись, и вы посмотрите, что мы вот это сейчас смотрим, надо тише делать. Мы сейчас это смотрим, тестируем в освещенном помещении. То есть он настолько яркий, что его можно смотреть. У нас сейчас заполненность 50%, 50-60% светом. Я вам скажу, можно смотреть полностью как телевизор. У него яркость просто нереальная. Тестируем на 24-кадровый режим. Сейчас мы пойдем в Бурож и сфотографируем специальный файлик с выдержкой в 1 секунду. Проводим фотографию. Смотрим. У нас здесь нет, ну, она такая размытая, у нас здесь чистая шахматка, но как есть. В принципе, 11D-проекторы редко когда поддерживают такую функцию, как чистые 24 кадра. Для этого лампы нужны другие, они будут намного дороже. Так, теперь мы переходим к тестированию самого качества картинки, насколько он красиво все показывает. Давайте смотрим. Для начала его калибровку. Ой, яркость, конечно. Так, все влазит в экран. Тут с этим вопросов нет. Слушайте, а он базово... Нет, он требует базовой калибровки. Я вам говорю сразу. Но при этом, как по-хитрому, если в видео вы можете откалибровать, то в фото чистую постоянную калибровку вы поставить не можете. То есть я показываю как есть и всегда правду говорю. Яркость просто запредельная. Просто запредельная яркость. Я бы, конечно, ее корректировал. Чересчур яркие базовые цвета. Все отлично. Белый аж в пересвет нам дает. И создается вот, пожалуйста, эффект у нас, знаете, какой этого... амбиента, знаете, вот такого амбиент режима, когда у нас даже освещенную комнату прям заливает цветом базовым. С базовыми цветами вопросов нет. На внешнем, я думаю, что калибровка у нас возможна конкретно на внешнем устройстве. Да, в принципе, мы его для внешних устройств и как бы позиционируем. Истинно белый вообще просто прикольный. Черный, хорош, как будто выключили что-то. Ну и базовые цвета. Яркостно-контрастный анализ он сейчас не пройдет, потому что нужна докоррекция, которую мы сделаем уже на внешнем устройстве. Хотя здесь там еще даже что-то есть у него, какие-то потуги его пройти, скажем так, этот тест. Меня интересует, это мы уже будем смотреть на внешнем устройстве. Меня интересуют его проекционные возможности. Минимальное, очень минимальное есть искажение, как у любого проектора. Но опять же, смотрите, какая фишка. Я вам скажу так, только внешний, потому что у нас есть небольшое, видите, кольца, которые у нас есть по краям, по 1 пикселю заход за территорию экрана, за межу экрана. То есть это нам придется с вами и действительно использовать только внешний с регулировкой zoom-in, zoom-out. Это ничего страшного, это просто особенность внутреннего отображения. Слушайте, вообще потрясно все выглядит, честная матрица. Просто потрясный проектор в этом плане. Давайте найдем шрифты, у нас где-то были. О, шрифты. Из-за его яркости я вижу, даже 8 пробивается хорошо. Я на расстоянии 3,5 метров. Сам проектор на расстоянии 2,5 метров от экрана. Вообще для проекции, именно для проекционного проектора он неплох. Он очень неплох. Поэтому мы с вами уже переключаемся на HDMI-чик. Давайте, выбрали. И здесь у нас уже все включено, но мы начнем не с этого. Мы посмотрим, какие входящие сигналы он дает выбрать. Экранчик дает нам максимально выбрать 1080p
и диапазон SDR. HDR диапазона у него нет, поэтому, но он его декодирует именно, здесь уже сам TV-бокс будет декодировать. Сразу же говорю, если мы пойдем с вами в ютубчик и посмотрим, то здесь будет все по-другому. Мы здесь докоррекцию сейчас с вами сделаем обязательно, но с внешнего устройства, само собой, вы можете смотреть те же самые ролики, но уже с другим качеством. Смотрите, это просто неимоверно. Действительно, очень красиво. Вот эта яркость даже создает эффект вот этих вот солнечных бликов, потому что излишняя классная чрезмерная яркость просто создает классный эффект. Действительно классно. Солнечные блики правильно отыгрываются. HDR в SDR хорошо у нас, скажем так, конвертируется из-за этой яркости. Давайте сейчас еще какой-нибудь наш очень красивый ролик. Один из моих любимых роликов, который я снимал. Посмотрите на эту цветность, посмотрите на эту яркость, просто на этот контраст. Слушайте, один из лучших проекторов, который я тестировал по яркости и по всем этим делам. Просто топ. Давайте мы сейчас с вами откалибруем его. Ой, я не то выбрал, надо было выбрать нам HDMI. И будем калибровать уже сам по себе проектор для внешнего устройства. Сразу же идем в тестовые картинки. Тут немаловажный аспект, мы должны с вами, вот, кстати, с внешнего устройства нам нет необходимости калибровки выхода из-за экрана. С внешнего устройства, с HDMI, он отлично все берет. То есть нет у нас, скажем так, вот этого кражи одного пикселя. Теперь ищем базовые картинки для калибровки. Вот они. И давайте поехали. По яркости. Смотрим, что нам предлагает проектор в меню настроек. Так, берем фото, соотношение, расширенное изображение. Есть. Выбираем пользовательский режим. Красный, синий, синее расширение. Что он тут нам? Это цветовая тема. Нет, нам нужно... Это не то. Чуть-чуть. Хорошо. Это фото. Так, вот. Все, нашли. В яркости мы добавляем яркость, пока не появятся у нас квадраты под номером 4. Есть, он еле проявился. Хорошо, даже чуть-чуть уменьшим. Теперь выбираем следующую картинку с контрастом. И контраст понижаем до того, как у нас не появится 251. Все, 251 еле появился. По насыщенности мы берем следующую картинку с девушками. Здесь у нас вроде бы все как хорошо, но мы это сможем с вами откалибровать на базовых цветах. Вот, пожалуйста, когда у нас идет перенасыщение, мы чуть-чуть убираем, пока не проявятся все квадраты во всех, скажем так, вот. Отлично. Камера, конечно, не передаст всех этих моментов. И чуть-чуть остроты добавим. Все, ребята, все. Вот все, теперь можно смотреть, отлично, все эти тестовые картинки и, конечно же, ролики будут здесь вот вообще идеально. Сейчас настроено, я вижу в прямоугольничках квадратики, то есть камера настроена, не камера, а проектор, проектор настроен правильно. Яркостно-контрастный анализ идеален, все квадраты во всех полосках верны, во всех столбцах, базовые цвета отличные. Теперь здесь мы видим разделение всех цветов. В сером яркостно-контрастный отлично проходит, в синем тоже, в зеленом тоже и в красном в том числе хорошо все проходит. Линзирование практически его нет, и вот неплохо, совсем неплохо. И я вижу, что нет выхода по этому одному пикселю за границу экрана. Дальше интересно еще некоторые эффекты по... Вот. По шрифтам то же самое, все отлично, я вижу 8. Кстати, я прям удивлен, 8 видно. И давайте посмотрим. Честная Full HD матрица. Нет никаких пропусков пикселей на веточках. Девушка выглядит идеально, видна каждая пора, каждая ресничка. И птичка тоже отлично нам, скажем так, показывается. Хорошо, давайте теперь посмотрим по видео, как воспроизводятся некоторые видео. И по качеству изображения он практически идеален. Я вам честно скажу, я такое редко когда вижу. Давайте тот же самый LG New York 4K уже на откалиброванном проекторе посмотрим. Ну вау, просто вау. С его яркостью это просто вау. Ну и напоследок хочу посмотреть какое-то мое динамичное видео, и будет уже понятно, куда мы, скажем так, движемся, и будем делать уже выводы. Я вам честно скажу, я удивлен с этого проектора.
Ну вот я снимал конкретно яхт регату в Днепре. Очень красивое видео, очень масштабное, динамичное. Сейчас мы выберем здесь качество немножечко получше. Давайте 4К 60 FPS, пускай оно его ужимает в 1080p 60 Гц. Вообще отлично. Да, при его яркости это выглядит действительно красиво и очень-очень хорошо. Послушайте, ну я готов уже пройти и прорезюмировать данный проект. В качестве выводов скажу, это вот один из самых ярких проекторов и одно из самых лучших показателей контрастности, которые я видел вот в таком вот формате LCD проекторов. Это LCD проектор, само собой. И этот LCD проектор имеет контраст сколько? 20 к 1, 20 тысяч к 1, а яркость 36 тысяч люмен просто идеально для просмотра. Не все так в нем хорошо, особенно как пишут маркетологи, не все. Но это один из лучших, который я использовал. Я его, конечно же, рекомендую даже за эту цену. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.